Пропагандисты в шоке от ситуации в Крынках. В России расстреляли пилота Ту-95, а около Кремля прошел митинг жен мобилизованных. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. 3 человека получили ранения в результате теракта в центре Парижа. 1 человек серьезно ранен, 2 других получили более легкие ранения. О них позаботились экстренные службы. Спасибо тем, кто удержал виновника этого ужасающего поступка. Около Кремля задержаны 27 человек, которые находились на акции жен мобилизованных оккупантов. В чем проблема движения «Путь домой»? Нужно понимать, что многие вещи, которые мы делаем, это маленькие промежуточные шажочки для достижения одной большой цели. В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95. ГУР Украины делает предупреждение оккупантам. Мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Продолжаются бои в селе Крынки на Херсонском направлении. Пропагандисты сообщают о продвижении ВСУ в западной части населенного пункта, примерно на 300 метров. Среди целей украинского десанта – перерезание трассы Е-58, что усложнит логистику оккупантов на этом участке фронта. Украинский плацдарм никуда не делся, Россия уже 4 месяца не может выкурить оттуда украинских военных. Весьма небольшим числом они удерживают этот плацдарм, имея поддержку с правого берега, где операторы дронов наносят удары по российской технике. Потери России в Крынках по технике в 3 раза больше, чем украинские. Откуда там украинские потери по технике, спросите вы, они как раз на правом берегу, откуда в том числе стреляет и артиллерия. Россия пытается наносить по ним удары, в том числе с помощью авиации, ОМПК, ФАБов и много чего еще. И в этом смысле, конечно, это довольно важное такое пространство, потому что задача вообще в Крынках, которая заявлялась украинской стороной, это отодвинуть российскую артиллерию непосредственно от Херсона, чтобы обстрелов Херсона становилось меньше. Ну а в перспективе, соответственно, выйти уже к атаке на Крым. Россия умудряется, несмотря на преимущество в живой силе и артиллерии, нести огромные потери. Истерика по поводу ситуации в Крынках уже и на федеральных каналах РФ. Я вынужден в этом случае повторять одну и ту же фразу, что сражениями за избушку лесника войну не выиграешь. Понимаешь? И когда мы Крынки несчастные, которых уже просто кроме как названия на карте не существует, с ними, ну, скажем, занимаемся их зачисткой уже как минимум 4 месяца, и мы в любом случае еще не закончили эту работу. А уж цена у этой работы, те, кто там воюет, они прекрасно знают. В Украину поступил новый пакет помощи от Эстонии, в который вошли противотанковые системы «Джавелин», пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника, а также водолазное снаряжение. Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину, и им пользуются украинские защитники. Точное количество вооружения, время прибытия и местоположение не разглашают из соображений безопасности. С начала войны Эстония поставила Украине военную помощь на сумму почти в 500 миллиарда евро. Украина намерена произвести миллионы FPV-дронов в 2024 году. Производиться беспилотники будут на небольших предприятиях, до 2 десятков рабочих, чтобы обезопасить заводы от российских ударов. Массовое производство – вынужденная мера из-за нехватки импортных боеприпасов. Беспилотники с First Person View управляются при помощи очков виртуальной реальности. У гражданского населения технологии используются для видеоигр, а у военных используются в том числе для наведения дронов «Камикадзе». Одна из участвующих в производстве украинских компаний разработала ударный дрон, способный нести до 9 кілограмів взривчатки. Можуть використовуватися як камікадзе. Це одноразовий дрон, який летить від пілота так, до кінцевої точки, куди він там прилетить, так, і не повертається. Тобто він з боєприпасом розірвався один раз. От. Є, відповідно, для цих дронів певні доопрацювання, скиди, і, відповідно, він може летіти, скинути боєприпас, повернутися. Сейчас в Украине производятся 62 типа беспилотников. Детали многих БПЛА изготавливаются внутри страны на 3D-принтерах. В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95 Олега Стигачева, который находится в базе украинского миротворца и считается военным преступником, сообщает ГУР Украины.
Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе Энгельс. Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей. В результате атаки Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет, предстоит узнать ГУР. Также они напомнили, что все военные преступники, участвующие в войне, будут наказаны. Мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки. 3 человека получили ранения в результате нападения с ножом на вокзале в центре Парижа. Один пострадавший был доставлен в отделение срочной медпомощи с серьезными ранениями. 2 с более легкими. Как сообщают в МВД страны, преступник задержан. 1 человек серьезно ранен, 2 других получили более легкие ранения. О них позаботились экстренные службы. Спасибо тем, кто удержал виновника этого ужасающего поступка. По предварительным данным, нападавший выходец из Мали, прибывший во Францию из Италии. На это указывает его автомобиль с итальянскими номерами. Уточняется, что 32-летний мужчина имеет психическое расстройство. Инцидент снова поставил на первый план вопрос безопасности в Париже, который готовится к приему миллионов гостей во время Олимпийских игр. В декабре произошло схожее нападение у Эйфелевой башни, которое привело к гибели туриста из Германии. Около Кремля задержаны 27 человек, которые находились на акции жен мобилизованных оккупантов из движения «Путь домой». По сведениям правозащитного проекта ОВД-Инфо, большая часть задержанных – журналисты, в том числе иностранных изданий. Протестом данное событие назвать сложно. Женщины поднимали цветы в воздух, некоторые возлагали их к могиле неизвестного солдата. У нас сегодня очередная акция по возложению цветов. Сегодня у нас круглая дата, 500 дней со дня мобилизации наших мужчин. Вот. И мы возлагаем цветы к вечному огню в память не только о павших солдатах, но и пытаемся донести проблему бессрочного нахождения мобилизованных в зоне конфликта. В конце прошлого года в телеграм-канале «Путь домой» участники пробовали организовать акции протеста за демобилизацию призванных россиян. Однако власти не дали разрешения на проведение этих митингов, в том числе объяснив это карантинными мерами. Нужно понимать, что многие вещи, которые мы делаем, это маленькие промежуточные шажочки для достижения одной большой цели. Телеграм-канал объединяет россиян с разным отношением к войне. К примеру, 7 ноября участница движения Мария Андреева дала интервью изданию «Важные истории». Она сказала, что женщины хотят вернуть своих мужей, а не цинковые гробы, и Родина их бросила. По словам женщины, она не будет голосовать за Владимира Путина только потому, что он сделал очень много неправильных решений. Главная проблема движения – неправильные вопросы, которые задают жены мобилизованных. Женщин не интересует, почему их мужья находятся в чужой стране, где убивают, грабят, насилуют мирных жителей. В постах «Пути домой» администраторы указывают, что они патриоты своей страны и желают победы армии оккупантов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке. А также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.